Рада приветствовать в своем саду и на канале подписчиков и новых зрителей. Весна наступила, а значит в саду есть работа, даже если у вас еще лежит снег. Розы заказывали для весенних посадок? Даже если нет, то точно есть планы пересадок розовых красавиц. Предлагаю сегодня узнать, правильное ли место на вашем участке занимает розарий. Если не совсем уверенно отвечаете даже самой себе на этот вопрос, значит стоит посмотреть это видео. Сейчас как раз можно сделать перепланировку или заложить совсем новый розарий в правильном месте, которое точно найдется в саду. А розы отблагодарят вас за это невероятным цветением. Я расскажу про 4 принципа правильно расположенного розария, которые я применила, когда планировала свои клумбы. Время показало, что мои розарии расположены именно там, где розам лучше всего. Об этом, кстати, вы мне и в комментариях писали. Спасибо. Сады у нас разные по конфигурации и по размерам. Это так. Но и на 3 сотках, и на 30 сотках правила одни и те же. Конечно, у кого сад 3 гектара, там зачастую ландшафтные дизайнеры все решают за хозяев. А мы с вами, с нашими небольшими садами, самостоятельно разберем нехитрые и простые правила размещения розария в саду. Первый принцип – выбираем солнечное место. Ни для кого не секрет, что розы любят солнышко. Но сказать это проще, чем сделать. Придется взять лист бумаги и карандаш. Я показываю, как расположен наш дом. Располагаем розу ветров в стороны света. И разбираем на моем примере, что надо учесть. У нас правильный прямоугольный участок, и дом расположен почти в конце. Мы покупали коробку дома. Сразу я думала, что это огромный недостаток, до дома идти очень далеко от калитки. Но время показало, что лучше и придумать было невозможно. Солнышко поднимается и движется у нас вот по такой траектории. Я стою на крыльце дома. Я немного пофотошопила для ясности, чтобы было понятно, как движется солнце. В 6 утра оно появляется из-за теплицы. Там у нас восток. И движется прямо на запад, за забор справа. Дом расположен в северо-западной части участка. Смотрим, куда падает тень, в какое время дня. Вы также свой сад начертите и почасово разбирайте, куда падает тень от солнца с 6 утра до 18 вечера. Учитывайте крупные деревья, постройки и увидите именно те самые правильные места в саду, они прорисуются, где должны быть розарии. Возможно, ради роз придется кое-что пересадить. Сейчас как раз можно. В самом начале весны все кустарники отдыхают еще. И небольшие деревья. Но только-только солнышко пригреет, все, ждем осени. Не опоздайте с пересадками. Выбираем места подальше от заборов. Вообще, самый неудачный вариант розария – расположить его вдоль забора. Учитываем тень от крупных построек и крупномеров. Это второй принцип. Постройки – это статические предметы, недвижимые. Дом, гараж. Крупномеры – это деревья, лиственные и хвойные, больше чем 3-5 метров. Они дают большую тень. Тут я хочу обратить ваше внимание, что обязательное условие – тень от крупных построек и крупномеров может падать на розарий, но
только с северной или западной стороны. Почему? Тень с этой стороны появляется уже после 16-17 часов, и она большого вреда розам не принесет. Даже наоборот, даст передышку от палящего летнего солнца, вечернюю прохладу. У меня именно так почти во всех 5 розариях. Третий принцип. Выбираем лучшую для освещенности форму розария. Круглый или квадратный розарий – лучший вариант этой клумбы. В середине газон или кустарники с редкой кроной. Я использовала такие варианты. Маленькая круглая клумба у входа в дом, непосредственно у крыльца. Там розы посажены по кругу в 2 ряда. Обращаю внимание. Большой розовый круг с газоном в центре. Правда, газон еще не виден, но будет точно. Там розовые кусты расположены тоже в 2 ряда, но в шахматном порядке. Я когда сниму укрытие, я покажу вам. 2 розария вдоль дорожек вокруг дома, только с восточной и южной стороны дома. И у центрального входа на участок. Именно с этого места начинается большинство моих видео. Один небольшой желтый розарий. Он отлично виден с террасы. Сейчас скажу один маленький совет. Не сажайте розы больше, чем в 2 ряда. Хочется зачастую много роз. А куда же их всех сажать? Так вот, в 3 ряда или плотными массивами посадки вариант не для этих цветов. Это, конечно же, красиво, наверное, но ухаживать за теми, что в самой глубине, вы точно не сможете. Поливать – да, а остальное вряд ли. Подход должен быть к розам со всех сторон и не меньше метра. Как ни крути. И 4. Правило 4. Принцип. Розарий должен находиться в видовых точках. Что это такое? Розы должны быть видны с определенного места на видных местах. Это значит, что если ваш красивейший розарий не просматривается от дома или места, где вы часто проходите, находитесь большую часть свободного времени, терраса, патио, летняя кухня, садовый домик ваш, то есть далеко от дорожек и видовых точек, то для того, чтобы полюбоваться цветением, вам надо будет специально отправиться через весь участок по тропинкам и дорожкам, переходам через мостики и лужайки, чтобы взглянуть на новые раскрывшиеся бутоны. Практика показывает, что такой поход мы совершаем далеко не каждый день. И хорошо, если еще раз в неделю. Садовые домашние дела летом закружат, и вспомнив о розах, мы бежим их проведать все реже и реже. Я по себе знаю. Забываю даже посмотреть, какие расцвели сегодня. А если вы будете поневоле несколько раз в день проходить вдоль розовых клумб, то точно ничего самого красивого не пропустите. У нас розарии вдоль дорожек я расположила. Хочешь, не хочешь, а любуешься ими. Исключением является розовая комната. Она должна быть уединенной, только для релакса и расположенная в стороне от больших дорожек. Так ведь? Если у вас еще есть свои правила для лучшего места розария, делитесь в комментариях. У меня все. Если узнали полезное для себя или интересное, поставьте лайк. Пусть ваши розарии будут самыми-самыми красивыми. До встречи на моем канале.